Обширные просторы Норвегии покрыты снегом и даже льдом. В основном это, конечно, на каких-то плоскогорьях. Здесь нет почему-то деревьев. И очень похоже, наверное, на то, что происходит в тундре. Низкорослый кустарник, мох, трава, снег, который, наверное, не тает все лето. Водопады и озера. Небольшая деревушка Хидаль, расположенная на зеленых просторах по пути в Осло, пригласила нас остановиться и полюбоваться в первую очередь своей самой большой в Норвегии деревянной церковью. Построена еще в XI веке, в очень живописном месте. Характерной особенностью является то, что у нее 3 башни. Как всегда, есть вокруг могилы, и нет горизонтальных могильных плит, только вертикальные, вот такие вот. Перед посещением шахт мы решили заехать в городок Консберг, посмотреть еще одну, уже современную такую церковь из стекла. Ну а как оказалось, это не церковь настоящая, это типа макет такой церкви. Действительно из стекла, а точнее даже зеркальное такое, что, видимо, по замыслу архитектора должно отражать бурные воды речушки, на берегу которого эта церковь находится. Здесь находится шахта, в которой раньше добывалась серебряная руда. Сейчас сюда проводят экскурсии. Вот на таком вот поезде мы сейчас будем спускаться под землю. Шахта была построена еще в 1782 году. Будем садиться вот в эти вот вагончики. Такие маленькие. Внутри помещается 8 человек. Вот такое маленькое пространство здесь. Нельзя встать в полный рост. Можно только сидеть. Гид говорит, что не отходить никуда, не заглядывать в какие-то туннели, потому что здесь 1000 метров тоннелей, можно легко заблудиться. Гид рассказал, что мы находимся на глубине 400 метров, и вниз шахта уходит еще на 700 метров, но там уже затоплено. 100 лет назад еще шахта работала, и поднимались рабочие на лифтах. В лифт помещалось 7 человек. Вот так рабочие залазили в этот лифт. 5 человек или 7. Вот это вот план пещеры. Мы находимся вот на этом уровне примерно, вот на этом уровне мы находимся. И мы будем проходить вот эти вот все уровни. Пещера очень глубокая, более 1000 метров. И таких вот пещер здесь очень много. Гид рассказал, как добывали здесь серебро, серебряную руду, как работали работники кирками. Не было тогда еще машин никаких, вынуждены были все вручную долбать. Здесь можно купить
различные камешки, вот, всевозможных видов, полудрагоценные камни. Просто десятки видов. Есть очень красивые пириты. Этот похож на инопланетное что-то. Ну вот, как истинные норвежцы, мы решили сегодня устроить обеденный привал на фоне природы. Вот необычно вода стекает здесь. Судя по наличию вот этих спасательных кругов, здесь даже можно купаться. В теплое время, конечно, не сейчас. Батуты, вот это вот, все на воде, какие-то шары. Вот мы уже где-то в километрах 40 от столицы. И это ощущается в том, что машин становится больше. Движение более интенсивное на дорогах. Вот так выглядят пригороды Осло. Милые такие домики. Так, мы находимся на вершине горы, на которую мы поднимались по спиральной дороге, которая проложена внутри горы, внутри туннеля. Так вот норвежцы заботятся об экосистеме этой местности, стараются сохранить природу, тишину. Очень круто. А сейчас мы вот на горе, тут есть тропы, мы идем по тропе, не знаю куда, но явно в интересное место. Не торопись ты, не торопись, все твое будет, все твое. Вот, с высоты горы открываются такие замечательные виды на пригороды Осло. Вот мы заехали в отель. Отель 4 звезды. Это комната сама. Здесь есть место для чемоданов. Здесь телевизор. Довольно просторный номер. Есть место, где вот здесь вот посидеть. На стене такое панно. И вид на улицу у нас. Ну вот, на исследование Осло мы отправились пешком от гостиницы, не стали брать метро, чтобы увидеть не только туристическую, так сказать, открыточную часть города, но и посмотреть жилые районы, парки, пройти сквозь город и заценить, как здесь живется людям. Через город тянется такой парк, который проходит вдоль речки. Речка спускается вниз туда, к фьорду. Вокруг речки тут такие жилые домики, пятиэтажные в основном в своей массе. Очень прикольно здесь жить, потому что вышел из дома и ты оказываешься сразу вот в таком вот парке. Девчонки не могут оставить бедных уточек в покое.
Хотят, чтобы они тут были сытые. Хобот у него ушел под землю куда-то. Вот скульптура называется «Фабричные женщины». Ну вот такой водопадик мы наблюдаем в центре Осло. Прям выйдя из дома, можно послушать водопад. Кого мы видим выгуливающих малышей своих? Естественно, норвежских пап. Здесь отцы наравне с матерями получают декретный отпуск, чтобы ухаживать за младенцами. Если мама не берет декретного отпуска, то тогда может отец выполнять все эти обязанности. Вот такой домик для птичек можно здесь наблюдать. Многоквартирный дом для пернатых. Мы уже подходим к центру. Вот так вот детишки здесь резвятся. Детская площадка. Очень прикольная. Центр города, машин нету. Просто вот очень мало машин на дорогах. Такое ощущение, что людей нет. На самом деле люди есть. Просто все пользуются, наверное, общественным транспортом больше. Ездят на велосипедах, пешком. Парковка в центре города очень дорогая, поэтому просто так на машинах особо никто не разъезжает без необходимости. Пасутся много уточек, и здесь такие необычные скульптуры везде. Конечно, набережная очень приятная для прогулок. Ну, вот такая площадка у нас на заведении. Ну, высота здесь, скажем так, не очень большая, но тем не менее кое-что можно разглядеть. В частности, вот это вот на воде, это как раз сауны. Вот они, плавучие сауны, где можно попариться, а потом нырнуть в холодные воды Северного моря. Здесь дровишками пахнет. Ну, здесь на каждом шагу у нас какие-то скульптуры. В городе, может, мало старины, немного сохранилось старинных зданий, но скульптуры вот украшают, истинно украшают город. Ну вот одна такая центральная торговая улица, она ведет от вокзала до Дворца Короля. Вот прямо по горизонту это Королевский дворец. А слева вот это кирпичное здание, здание парламента. Современная архитектура.
архитектура. Тут, конечно, показано во всей своей красе. Каждое здание отличается от другого, со своими какими-то наворотами. Вот это, наверное, жилое здание. Такие балкончики квадратные. Нельзя сказать, что это прям типичный жилой район. Это жилой район, совмещенный с туристической зоной. И может быть здесь довольно дорого жить для простого люда. Но смысл в том, что все рядом. Дома, рестораны, бизнесы. Все в одном месте. Мы зашли в японский ресторан. Вот Миле принесли рыбку какую-то сегодняшнюю. Мне принесли рамен. Рамен выглядит аппетитно. Главное, что он горяченький. Прогреет горлышко. А Оля получила ребра Адама. Ребра этого. Овечки. Овечки, да. Работа одного из художников местных. 20-метровое панно. Называется оно «Завтра». Идет дождь, но примерно половина людей даже не пользуются зонтами. Да, ведь лето же, зачем зонты? И так прекрасно на душе. Вот мы подходим к Королевскому дворцу. И не все помнят, что Норвегия – это монархия, правда, конституционная парламентская монархия. Но король здесь есть, так же, как в Англии, например. Никакой функции особо не играет, кроме как сохранение традиций. Так, немножко друг от друга расстояние побольше. Наверное, лучших отправлять со школы, отличников сюда, наверное, только. У них тренировка такая, они, короче, показывают ножи. Смотрите, у нас есть ножи. Так, эти пошли тоже. Того менять, тут их несколько точек надо поменять на всех точках. Хорошо идут, молодцы. Три девчонки, два пацана. Прекрасные скульптуры украшают парк возле Королевского дворца. Талантливые норвежские дети нарисовали рисунки, и по их мотивам создали скульпторы вот эти вот скульптуры. Удивительно, как быстро здесь меняется погода. Только шел дождь целый час, небо было затянуто тучами. Вдруг проходит 5 минут, небо становится голубым, солнышко вовсю, дождя как будто и не бывало. Судя по карте, конечно, размеры парка впечатляют. Тут разные уголки есть озеро,
Сейчас мы посмотрим часть, которую была создана норвежским скульптором. Он хотел в своих скульптурах показать жизнь в своей простоте. Тут, конечно, десятки скульптур, женщин, мужчин. Все нагие, потому что наша жизнь, в принципе, без одежды была еще в райском саду. Жизни простых людей, детей. Люди в разных позах, показаны различные сцены, наверное, из жизни. А может быть, эти сцены имеют какой-то метафорический смысл. Вот здесь что происходит, непонятно. Он хочет его ударить, наверное. Чему-то учит молодого. Вот здесь как два равных партнера смотрят друг другу в глаза. Здесь мужчина поднял женщину, пытается ее, наверное, перекинуть куда-то. А вот замечательный ансамбль. Папа держит 4 детей. Наверное, это показывает, как надо уметь держать равновесие, контролировать свои эмоции, может быть. Чтобы растить детей, это непросто. То есть задействованы все органы, чтобы вырастить молодое поколение. О, собачка залезла покупаться, тоже вариант. Жарко стало, солнце вылезло. Это немножко другой какой-то такой ансамбль. Природа, наверное, вот дает здесь девушке какие-то темы для размышлений. Ребенку дает тень и радость такую, удивление от жизни. Здесь мужчина и женщина перевернутые даже. Их схватило дерево, не отпускает. Очень необычный язык композиции, потрясающий, конечно. Такого нигде больше не увидишь. А какие исполины держат вон там чашу. Но вот чтобы посмотреть следующие композиции скульптур, нужно подняться наверх. Я думаю, как бы по замыслу художника, там он, наверное, хотел показать уже конец жизни. Вначале то, что мы видели, фигуры с детьми, начало жизни. Потом суть летения человека с окружающим миром. Это путь взросления, путь борьбы за выживание, может быть. А дальше уже мы видим там в каждой композиции очень много людей. Это единение, может быть, людей в общество. Это какой-то, наверное, подъем над эгоизмом и понимание, что все мы вместе это одно целое. Да, вот как я и предполагал, здесь наверху скульптор уже показал период более зрелой жизни. Здесь в сценах участвует все больше людей, то есть человек начинает сливаться больше с обществом. И здесь уже видно сцены даже, может быть, болезни какой-то, вон там я вижу. Сцены раздумий, сцены рефлексации о том, что было, о том, что будет потом. И венчает вот это все вот такая вот статуя, где много тел слились в огромный столб, который ведет в небо. И здесь уже дети, здесь все вместе. Здесь как стрела, которая уходит в небо. Это символизирует то, что все мы есть одно. Одно вместе со Вселенной. Все они объединены одной мыслью. Все сделаны одним человеком. И мне кажется, он это прекрасно вот показал, эту жизнь от начала до конца. И суть ее в том, что она никогда не заканчивается. Потому что конец влечет за собой начало, а начало ведет к концу. Вот такие у меня мысли по этому поводу. Но есть еще один уровень, на котором стоит последняя композиция.
Такой круг из тел. Может быть, это круг жизни, про который я говорил. Начало, конец, конец, начало. Как хорошо в Осло вот сочетаются дома. Есть и старинные дома, более-менее такие, и тут же рядом более современные дома. И все в очень чистом состоянии. На столбах в Осло Правильная наклеечка тут. вот в таком баре у нас будет сейчас концерт через полчаса. Мы пришли пораньше, заняли столик хороший. Атмосфера такая веселая. Известное место. Здесь часто делают живую музыку, представления различных артистов. А сейчас будет выступать какой-то норвежский певец джаза, известный в норвежских кругах. Мы едем на метро. После концерта мы решили доехать 5 километров, а не идти пешком, потому что уже нет сил. Проблема в том, что здесь нет вообще машин по продаже билетов. Нигде не продают билеты, можно только купить это все онлайн. Мы не знали, где купить билеты, потому что не было машин по продаже билетов. Спасибо охраннику, который... Время уже 10 часов. Следующая станция наша. Так, вот мы, покинув нашу гостиницу, едем в пригороды Осло посетить какой-то парк скульптур очередной, коими славится Норвегия. И затем продолжим. Какая необычная скульптура человеческого лица, плоская, но в то же время она и объемная какая-то такая. Вот еще одна необычная инсталляция. Можно зайти вовнутрь через очень узкий проход. И здесь висит у нас какая-то труба, на конце которой какие-то, то ли это вымя, соски.
Даже такие простые кормушки для птиц сделаны очень искусно и творчески. Вот мы приехали в пригорода Осло, и здесь есть такая деревня, которая основана возле фабрики. Я еще не понял до конца, что там производили на этой фабрике. Потом фабрику закрыли и сделали здесь такой как бы оазис для творческих людей. В каждом домике тут мастерские различные, студии по керамике, по стеклу, по ткани и так далее и тому подобное. Более того, это место очень живописное. Рядом протекает речка, на лужках стоят различные скульптуры. В общем, довольно милое место прогуляться, провести пару часов. Всего лишь в получасе езды от Осло. Сейчас в деревне художников наполонили множество учеников. И все с какими-то листиками что-то пишут, что-то изучают. Наверное, им дали задание нарисовать какие-то объекты. И сидят, рисуют. Вот такие у них задания. Но благо природа такая роскошная, что есть куда выйти, чем полюбоваться и что нарисовать. Вот так проходят в Норвегии уроки труда. Старшеклассники учатся из стекла готовить поделочки. Ну вот, мы покинули Осло, едем в сторону аэропорта. Сейчас мы заправились, помыли машинку, автоматическая моечка. Жалко, конечно, покидать эти зеленые холмы, луга, поля, леса. Такая прекрасная страна, проводить здесь лето в прохладе. Но, как говорится, мы еще сюда обязательно вернемся, потому что мы еще не исследовали крайний север. Мы не заезжали далеко от центра страны, мы не исследовали другие города крупные. Сказать, что страна нас впечатлила, это ничего не сказать. Несмотря на некоторые недостатки, такие как, например, суровый климат, географические расстояния большие, цены, это все с лихвой компенсируется для туристов типа нас невероятными природными ландшафтами, конечно, удобными для жизни и для развлечения городами. Если вам становится скучно и вы хотите прям очень-очень активного отдыха, то вам сюда. Кстати, сами норвежцы называют свою страну королевством фьордов, жемчужиной Скандинавии, страной полуночного солнца, страной тысячи островов. А я все время думал, что я как будто на краю света. И если есть еще такие края земли, как эта, то значит у земли еще не все потеряно.